Господа, как вы знаете, мы постоянно тестируем самые разнообразные автомобили, но, естественно, чаще всего они попадаются нам в жирных или около жирных комплектаций. И там, само собой, с мультимедией все в полном порядке. Но как быть с теми, кто не хочет тратиться с завода на максимальный фарш, на максимальную комплектацию, кто хочет прокачать свою машину сам и, добавив всего одно устройство, поднять автомобиль на ступеньку выше? А на самом деле все очень просто. Вы устанавливаете в автомобиль медиаресивер Sony XAV 1500 с 6,2-дюймовым сенсорным экраном с антиблинковым покрытием. И к нему можно подключать телефоны не только по протоколу Bluetooth, но также и с использованием технологии WebLinkCast. Само собой, эта технология позволяет воспроизводить любые практически аудио-видео форматы и даже слушать музыку из ВКонтакте. А функция динамической организации звуковой сцены обеспечит, пожалуй, лучшее качество звучания по сравнению с любой штатной магнитолой. Само собой, поскольку у нас есть такой монитор, грех было сюда не вывести еще камеру заднего вида. Так что, как вы видите, у вас теперь есть даже и безопасность. При этом, естественно, сам корпус позволяет ее установить в любой автомобиле, где можно разместить двухдиновую магнитолу. Так что, если довольно легко и быстро хотите сделать свой автомобиль более мультимедийным, цифровым и удобным, проходите по ссылочке в описании и присмотритесь к медиаресиверу от Sony. Тем более, сейчас действует специальное предложение для вас. Господа, здравствуйте! У нас сегодня на обзоре Audi e-tron. Давайте сразу так начнем. У меня есть сразу несколько вопросов к представителю официальному. Вот давайте так, на камеру постановочно поздороваемся, хотя, конечно же, мы же это уже виделись. Потому что у меня, на самом деле, к вам есть сразу вопросов несколько технического характера. Первый у меня вопрос, насколько я понял из карты сразу, когда выбирал дилеров Audi, например, да, что не все дилеры Audi могут продавать e-tron. Да, это так. На текущий момент в России 5 дилерских центров могут продавать e-tron. Один из них в Санкт-Петербурге, это мы, Audi Центр Лахта. Дело в том, что продавать e-tron может не каждый дилер по причине того, что нужно, во-первых, специальное оборудование для того, чтобы этот автомобиль обслуживать. И должны быть стандарты новые, технические дилерского центра. Как раз наш дилерский центр под эти все условия подошел, мы в это направление инвестировали, и, собственно, вот плоды нашей работы позади нас. Справедливости ради нужно сказать, что такая система есть и у других даже брендов, потому что я знаю, что есть другие марки, которые тоже не каждый дилер может продавать весь модельный ряд. Итого получается, что Audi e-tron можно купить только в нескольких городах России. И только в нескольких городах он подлежит гарантийному обслуживанию. То есть, скажем, если я в Елабуге или в каком-нибудь другом центре, где наверняка есть дилер Audi, я купил e-tron, то мне нужно гонять его все равно к другому дилеру в другой город. Пока да, но справедливости ради отмечу, что сеть расширяется, и уже в следующем году будут новые города-партнеры, дилеры-партнеры e-tron, которые смогут и обслуживать, и продавать эти автомобили. Ну, понятно. А хорошо, если я такую заказал, чтобы, в конфигураторе собрал, срок исполнения там стандартные, там, типа 2-3 месяца? Ближайшее производство, это, скорее всего, декабрь, уже январь. Вот, соответственно, так, то есть 4 месяца, чуть по... срок поставки февраль-март. Приедет, да. Ну, это прям я могу все собрать под себя в конфигураторе. 21 модельный год уже будет, да, все будет. Если у меня есть Audi e-tron, могу ли я приехать на дилер и подзарядить его? Конечно, у нас будет буквально в ближайшие пару недель заправочная станция общественная вот здесь находиться, и вы сможете любой электромобиль приехать зарядить, даже свой собственный. При помощи простейшей консультации мы начинаем. Давай сразу попробуем. Все то же самое, Drive Mode также выбирается, включить кондиционер, да, климат пошел. Но все, это обычная Audi, здесь все понятно, это не супер. И у нас комплектация с зеркалами, ты посмотри, вот эти мониторы, вот там, вот смотри, видно людей, вообще кайф. Ну погоди, я вот отпустил, да, сейчас тормоз, вот на ноги сложено, она продолжает немножко на выкате ехать, и все-таки, оп. Все, красота. Я смотрю на камеры всегда, а не на мониторы под ними. Мы точно разложимся, пацаны. Все, нам просто... Я очень надеюсь, что она под каской. Но в целом тачка понятная. Это Audi, нормальная, гражданская. Сейчас эвакуатор кого-то заберет, мы заберем ренджа. Перегонимся к дилеру BMW, где стоит электрическая зарядка, потому что электрические зарядки у Audi, у дилеров появятся чуть позже. И продолжим обзор. Бам! Далее, пацаны, мы от дилера Audi переезжаем на дилера BMW, Евросип Лахта, спасибо, красавчики. Значит, вот только что от Audi Центр Лахта мы приехали в Евросип Лахта, потому что в Audi еще не поставили зарядку, а в Евросибе уже есть. Кстати, была очередь из электромобилей, но человек нас любезно пустил, BMW i3, он поехал, а сейчас будет заряжаться. Человек нас любезно пустил поснимать, то есть, видите, уже есть проблема. Причем мы приехали, стоял Nissan Leaf, он дозарядился, после него i3, и потом мы, то есть, гипотетически мы даже могли бы не зарядиться, но владельцы электромобилей в Петербурге очень дружелюбные господа.
Значит, зарядка осуществляется двумя способами, как мы уже говорили. У вас есть один разъем универсальный, он Type 2, и, да, по-моему, CSS он называется, общий. То есть, смотрите, Type 2 осуществляет зарядку в режиме медленном. Оп, вставили. Что-то там, к сожалению, он не пишет сколько, ну, 37 минут, а нам нужно зарядиться на 4%, это медленная зарядка. И 2, это Fast Charge. И вы спросите еще, Костя, зачем заряжаться, когда у тебя 95%? А, она еще сама и закрывается. Вот умная какая, а. Мы хотим зарядиться до 100%, сразу выехать отсюда и посмотреть, сработает ли рекуперация. Потому что владельцы электромобилей мне в личку после обзора Джака писали вот такие простыни, что я ничего не понимаю в электромобилях. Сейчас мы узнаем, или я понимаю, или не понимаю. То есть, собственно, у нас будет 100% зарядка, выезжаем, сразу рекуперируем, как говорится, и дальше есть 2 стула. Собственно, все. Быстрая зарядка, естественно, заряжается со скоростью просто урагана. Активирован. 8 минут. За 8 минут он нас зарядит уже полностью. Это мне нравится. Но самое интересное, пойдемте сюда. Дело в том, что в Audi e-tron для удобства сделана очень крутая штука. У вас есть 2 лючка зарядки. В зависимости от того, как вы подъехали к зарядному устройству, а в Европе вы можете, скажем, стоять просто вдоль дороги, вдоль поребрика, и столбик может стоять здесь, а может стоять там. Чтобы не тянуть вот так никуда провода, у вас зарядка осуществляется с 2 сторон. Помните, я говорил, что это вечная идеология, да, ставить на передней части зарядку, как это делает, скажем, Nissan Leaf, Renault Zoe, Range Rover PHEV, где специальная зарядка сделана на морде, чтобы с любой стороны трос дотянулся. Здесь она сделана сбоку, поэтому их пришлось сделать 2. И вторая, она поддерживает только разъем Type 2 и деактивируется в момент, когда заряжается та. Мы хотели 2 разъема вставить, и да, все бы это сгорело. Но, к сожалению, e-tron пока будет жить, и уже через 8 минут мы узнаем, будет ли он рекуперировать. Ну все, это конец. Процесса заряда я имел в виду. Так что у нас 99% там на приборке. Сейчас мы вытаскиваем ключ. Все. Ставим сюда. Ох, как мне нравится, что она сама закрывается. Да, насколько же это, черт побери, круто. Технологии. И узнаем, кто прав? Нет. Короче, 99% заряда. Мы выключили даже печку, чтобы заряд точно никуда не уходил. Рекуперацию мы максимальную выкручиваем лепестками вниз. Выезжаем, разгоняемся до 40, отпускаем педаль газа. Да не пошли бы вы, эксперты! Да вот туда, откуда бы все повылезали вот. И еще главное, простыни вот такие мне в личку пишут, типа, куда он будет рекуперировать, когда он уже полностью заряжен. Ни один электромобиль не рекуперирует на полной зарядке, слышишь, дядя? А еще мне такой пишет, надо сначала знания подтянуть, а потом снимать про электротему. Подтяни себе, знаешь что? Прямо вот туда, прям на самые брови натяни себе его, а потом про мои знания разговаривай. Оно рекуперирует сразу же, вне зависимости от того, заряжен автомобиль или нет. Это нормальная тачка, как и все нормальные тачки. Рекуперация будет работать на 100% заряде, потому что цифра 100% здесь не означает 100% во всех кластерах лития. Чтобы вы понимали, литий тоже дробится на сегменты. Мне они еще будут про электротему рассказывать, папе-то, а? А папа засомневался прямо сам в себе-то. Что вы подрываете веру в меня? Среди меня. А? Все замечательно. Давайте еще раз покажем. Вдруг GoPro не сняла, и никто не поверит нам. С 20. Отпускаем газ. И вот он рекуперирует сразу. На 99% заряда. Все. До сих пор рекуперирует даже на малых скоростях. Она просто должна быть. Все. Авторитет нерушим. Теперь рассказываю подробности.
под предлогом будущего, электричества, новых непонятных технологий, чего-то еще, вот этих камер вместо зеркал, всегда легко спрятать оверпрайс, господа. Давайте задумаемся, машина стоит вроде как от 6 до 8 примерно миллионов рублей. И что же мы получаем за наши деньги? У нас сегодня, как вы поняли, по опциональным как раз камерам вместо зеркала заднего вида около вышняя комплектация. И стоит она где-то 7 миллионов 600 тысяч рублей. Но вопрос, куда ушли эти миллионы и что мы за них получаем, ведь к машине действительно очень много вопросов. Прежде всего, это все то же самое Audi, если мы привыкли говорить про электромобили, существующие в России, а это всего лишь у нас на сегодня Jaguar I-Pace и Jack i-EV7S. Я выучил этот пароль от почты, хотя люди называли им машину, но тем не менее, это маленькие машинки. Так вот, Audi e-tron — это первый большой электромобиль в России, официально продаваемый, я имею в виду. Если вы хотите сравнить это с чем-то из модельного ряда, я почему-то по картинкам, даже когда видел все это в Инстаграме, я думал, что это где-то Q3, Q5, так вот нет, господа, это примерно Q7. То есть это действительно большой электромобиль. И через это, исходя из того, что он обладает мощностью 400 с плюсом лошадиных сил, до сотни он едет за 5,7, около 6. Это не быстро. Хотя, собственно, обладающий такой же мощностью Jaguar I-Pace, через то, что он меньше, едет 4,7, 4,8. При этом через большой размер и огромный общий кузов, хотя литиевая батарея здесь стандартного размера для электромобиля, это 96, около 100 киловатт-часов, он весит 2700 килограмм, то есть это большая, тяжелая, мощная машина. Все признаки лакшери большого кроссовера налицо. При этом, естественно, поскольку это электромобиль, нужно всегда понимать, что за эти же габариты и эти же размеры 3-литровый дизельный Q7 будет на 1,5 миллиона дешевле по-любому, потому что все-таки электричество, господа, это дорого. И хотя, да, e-tron весь такой из будущего, и, кстати, к этому будущему мы еще с вами прикоснемся. Дело в том, что каждый из нас хочет жить в том будущем, в котором он ездит на машине за 8 миллионов, да, и именно, наверное, поэтому мы называем все это будущим. Хотя в абсолютном значении никаких сверхтехнологий, вот мы сейчас тут проехались пару перекрестков, я не увидел, исключая вот этих самых камер. И это то самое будущее, к которому мы еще с вами вернемся. Тормоза. Они опциональные, желтые, могут быть серые, в конфигураторе через галочку могут быть желтые, и они маленькие. В 21-х колесах эти тормоза маленькие, и это не упрек. Дело в том, что в электромобиле тормоза не должны быть такие большие, как в обычной машине. Дело в том, что у нас, хотя и спереди еще и трехпоршневые тормоза, а сзади вообще скобочки. И в этом плане я такой смотрю и думаю, родной Land Rover, где тормозов всегда, отродясь, никогда не хватало. Но, однако, в электромобиле к тормозам еще подключается волшебное слово «рекуперация». То есть на торможении очень сильно упирается электрический двигатель, коих у нас здесь два, по одному на каждую ось. И получается, что тормоза хоть и осуществляют функцию остановки автомобиля, но им очень сильно помогают еще электромоторы. Таким образом, виртуальный размер тормозных дисков здесь гораздо больше, и тормозов e-tron действительно хватает, господа. Блин, в камере даже этой сосну хрен объедешь на себе. Дерево, по ощущениям, все, смотри, просто в бампере. Очень. Я не знаю, что справа вообще прям. Как вы там, ребят? Что-нибудь видно там у вас, нет? Абсолютно непонятно. Автомобиль кажется очень широким из салона. Вот это все здесь. По-моему, просто мы через проехали дерево, судя по этим камерам. А, там еще блок был, я вообще не видел его. А, понятно, что-то. Окей. Но мы выгребли, ты смотри, худо-бедно, у 3D парковка помогает. Если кому было интересно по салону, то здесь вообще стандартная Audi, на самом деле. Рассказывать абсолютно не про что, мы это рассказывали вам в A7, в A8. Это абсолютно типовой набор всего того, что мы уже видели. Те же мониторы, абсолютно то же меню, та же прошивка, та же приборка, тот же руль, те же рычажки, круиз. USB обыкновенный, не Type-C, хотя, казалось бы, будущее. Но Audi в машине будущего не вставляет Type-C. Почему же? Все спрашивают: Костя, почему ты бомбишь? А потому что я не понимаю, что в одном случае у вас везде Type-C, вернее не у вас, а у автопроизводителей, а в другом случае у них USB-A, так называемый, и никакой логике не поддается установка того или иного типа разъемов. Ладно. 4-зонный климат-контроль, подогрев руля, подогрев сидений, вентиляции нет, есть только подогрев, обратная связь на мониторе, вот это все, там куча настроек, туда-сюда, навигацию на приборке вывел, лево-право дал, ручник сходу.
Все, причем, когда дергаешь ручник на ходу, автоматически подтягивается ремень. Видимо, машина понимает, что ты немножко болезный. Или у тебя какая-то сложилась ситуация. Панорамная крыша, со створкой, сдвижное. Однако за 8 хотелось бы чуть другого, потому что за 8 очень хотелось бы, во-первых, допустим, вентиляцию на сиденьях. Да, вот подогрев есть, вентиляции нет. Вот за 8 прямо это все было бы очень классно. Что еще могло было быть за 8, но здесь нет? Давайте прикинем. Ароматизация даже у нас есть здесь, это уже здорово. Добавить-то, что же надо добавить к этому? Пневмо есть, присоски на дверях есть, бесключевой доступ есть, валит быстрее 6 секунд есть, подогрев лобаша нет. И никогда на e-tron подогрев лобаша нам не заказать, к сожалению. Почему-то такая опция из этой машины выведена. Может быть, не энергоэффективно, как знать. Контроль слепых зон есть, адаптивный круиз, удержание в полосе, все это есть. Даже, может быть, подруливать будет чуть-чуть, навигация и так далее. Подушечка, регулируемая у кресла. Она регулируется... Хотелось бы электрическую за эти деньги. Хорошо, электроруль даже есть. В общем, так кажется, как будто она вся в цене. И ты даже прям не понимаешь. Лепестки под рулем, они есть. Но, казалось бы, зачем лепестки под рулем электромобиля? У нас нет передач, нам нечего переключать, это даже не вариатор. Передаточное число у нас на редукторе постоянное. Мы никак его изменить не можем. Что переключать лепестками? Гениальное решение от Audi. Гениальное. Можно переключать степень рекуперации прямо в онлайне. То есть ты хочешь быстрее вот так вот дал, не хочешь рекуперировать, оп, плюсик, и он перестал рекуперировать, прикинь. Хочешь снова подтормозить, опачки, и он начинает упираться. Это здорово. И на этом электромобиле, как и на всех нормальных электромобилях, можно ездить на одной педали. То есть педаль тормоза при отпускании не делает так, что машина начинает ехать. Электромоторы не толкают машину вперед при отпущенной педали тормоза. И зачем это электромобилю? Потому что у вас есть газ. Хотите ехать, нажмите газ. Отпустили газ, стоите. Все просто, все так, как и должно быть. Из интересных настроек. Ассистент эффективности, в котором вы можете делать рекуперацию автоматически или в ручном режиме. То есть вместо лепестков можно перейти на... Да, лепестки перестали работать. Все, они больше вообще не имеют никакого смысла. Я отпускаю газ. Нет, мне больше нравилось рекуперировать руками, потому что у меня сегодня по настроению есть хорошо рекуперировать, допустим, прям на максимум. Я лепесток выдрал, и мы прям хорошо тормозим, да. А потом у меня нет настроения, я хочу выкат. Так что вот это вот прям неплохая настройка, молодцы. Степень рекуперации, как я уже и говорил в электрических автомобилях, должна регулироваться водителем, если он того захочет. Это правильно. Также Drive Mode. В Audi их много разных, и здесь, по-моему, их максимальное количество. Off-road, all-road, efficiency, комфорт, авто, dynamic, individual. Кто-то сегодня. И что еще вам очень понравится, что 400 лошадиных сил не полностью облагаются налогом. Дело в том, что электромобили в России сертифицируется полная мощность, она должна удерживаться автомобилем в течение какого-то времени, по-моему, чуть ли не полчаса. Так вот, электромобили не могут использовать свои 400 сил долго, поэтому из них оплачиваете вы только там 270 или 260 из тех, которые электромобиль может удерживать полчаса. То есть при 400 силах всю мощность вы можете использовать только там, типа сколько-то там чуть-чуть. Кстати, интересный тест, да, выехать на какое-то кольцо и зажать педаль в пол, и сколько он проедет. Именно поэтому у нас максимальная скорость также ограничена 200 км в час. То есть у нас 400 сил, казалось бы, ни для какой машины на 400 сил нет проблемы ехать и 240, и 250, но нет, это ровно 200, потому что дальше литий взорвется, расплавится, и потом будет мама плакать. Зачем это надо? Поэтому мы в будущем. Там максималка 200.
как вы знаете, я ж такой одновременно и борец с электромобилями, и сам бы, честно, никогда не прочь на них поездить. Именно поэтому у меня пхев, якобы по обе стороны спектра. И до этого у меня основная претензия к электромобилям была такая, что, ну, к примеру, невозможно поставить фаркоп. У меня на всех тачках стоит фаркоп, и что я буду делать с электромобилем, за которым невозможно таскать гидроцикл, какой-то прицеп с экскаватором, ну, вот это все самое необходимое, да, на жесткой сцепке, Ниву, куда мы потащим и так далее. Был бред. Так вот, и Трон, красавчики, они сделали так, что сюда можно опционально заказать фаркоп. И уже вот нам менеджеры в салоне говорили, что по факту, да, люди заказывают e-троны с фаркопами. Можно реально взять, зацепить гидроцикл и уехать на нем покататься. Хотя самого багажника здесь на самом деле в e-троне много не будет. Естественно, открывание с ноги, сервопривод, все дела. Потому что багажник вот он. И казалось бы, такой, и он маленький, потому что вот пол багажника начинается реально здесь. То есть это порог совсем небольшой. Багажник прям, ну, совсем зажат. Это показатели, я бы сказал, Q3. Q3, даже не Q5, это ну прямо маленький багажничек. Если мы его поднимем, под ним будет довольно-таки ощутимый подпол с очень неровным, опять же, еще полом своим внутренним. Почему? Потому что здесь стоит сзади еще один электрический двигатель. К сожалению, никуда ты не денешься, или нужно там ставить двигатель, кардан и коробку наворачивать, но это не энергоэффективно, или ты делаешь еще здесь сзади один электрический двигатель. Стоит он, соответственно, на оси, поэтому здесь все это резко приподнято, и большим багажник в этом случае уже, ну, никак не сделать. Да, у нас есть органайзер, более того, который можно взять и отдельно вытаскивать, он на защелках, это очень довольно-таки забавно выглядит, и удобно, если что, его чистить там и так далее. Но факт остается фактом, что тот же электромобиль сам съедает место внутри себя. Короче, ты на этой тачке, знаешь, постоянно проще реально вот. Это просто прикол. Вот так вот ездишь, короче, вот так вот головой крутишь, потому что ты в этих зеркалах, если днем еще что-то было понятно днем, то есть, в принципе, ты как-то там, у тебя, если контур зеленый моргает в зеркале, то можно поворачивать, ну, типа, как сейчас тут, да, вправо. Вот сейчас, видишь, типа, можно поворачивать. Желтый там нельзя поворачивать, то ночью, естественно, освещенность падает, и картинка в камерах неизбежно в любых становится хуже, и вообще перестает понятно быть, где там машины и так далее. Я даже не могу понять, в связи с чем это связано. То есть, ну, возможно, фокусное расстояние у глаза, у экрана другое. И, типа, глаз-зеркало, фокусное расстояние примерно сохраняется. Глаз-картинка, не ясно, где они там вообще. Dynamic режим должен быть. И вроде нам говорят, что можно ланчануть. Смотри. Все готовы? Ну-ка. Да, прикинь, лонч есть. Правда, это абсолютно виртуальная дичь. Ты видел, что произошло, да? Стрелка мощности на 50 поднялась, ни звука, ничего нет, но тронулась она так же, как и без ланча. Какая разница, это же электрический мотор. Он все равно весь неразрывно всегда соединен с колесами через редуктор, у него нет холостого хода. Блин, я все время, короче, вы заметили, да, вот сейчас надо резко ускориться. И я все равно смотрю по зеркалам еще вот туда, то есть не пользуюсь одной камерой, я всегда дублирую себя, перепроверяю еще в этом стекле. Абсолютно непонятно, я не знаю, через сколько к этому можно привыкнуть. Ну, конечно, люди ко всему привыкают, я слышал, что и взад как бы нормально тоже люди привыкают, потом даже парады устраивают соответствующие. Возможно, скоро замыкающие этого парада будут владельцы e-трона с камерами. Но это ненормально, по-моему, я не знаю, природой было по-другому заложено, если мы об этом говорим. Как мы все привыкли, лонч, да, это какое-то напряжение и понимание, что сейчас будет мясо. Смотри, стоим, лонч. На ланче. А можно долго лонч держать, интересно, или нет? Но он напрягается, он пытается дергаться, да? Но смысл, смотри, вот мы на ланче, по идее, в секунду, в долю секунды, когда мы бросаем тормоз, тачка должна устремиться. Бросили! Ну, я бы не сказал, что это прямо удар, приход и прочее. Ну, все-таки это электрический мотор, и у него на нуле оборотов, соответственно, крутящий момент также 0 или какой-то около минимальный. То есть ему нужно все равно раскрутиться хоть до 20 оборотов там, в секунду, в минуту, во что угодно. Но какие-то минимальные обороты должны, чтобы он вышел на мощность. Когда вы делаете с бензиновым двигателем, у вас в ланче двигатель крутится в 3000, то есть выдает максимальный крутящий момент. Электродвигатель в ланче выдает не максимальный крутящий момент, что чувствуется, потому что он на первом старте все равно немножко плавно стартует, и потом, естественно, как будто раздувается. Есть такой эффект. Еще какой момент, да? Вот есть у нас, допустим, машины с зеркалами.
Все, и сейчас зеркало вот туда не видит. Оно не видит 3/4. Смотри, куда мне выезжать? Что я должен? Я вот так должен смотреть. Все, это вообще виллы. Куда? Я вообще не вижу, куда смотреть. И вот только-только сейчас оно цепляет. Все, мы уже встали вдоль движения. Что там творится? Вообще непонятно. Давай, короче, аминь. Перекрестились и в бой. Вот. Блин, спаси и сохрани. Да, братан, я знаю. Трындец, просто ты высовываешься по этим зеркалам, зажмурившись просто. Ну его нафиг, короче, газ палас. Нас сейчас просто здесь, понимаете? И я скажу компании Audi, вам спасибо за наше счастливое детство. Братан, прости, я купил сраное будущее, поэтому теперь мы разложились. О, короче, все, я все придумал. Так, останавливаемся. Ребята, подождите меня. Мне нужно буквально 5 минут. Пацаны, я все придумал. Сейчас будет кастом. Короче, ребята, мы начинаем новый чумовой проект. До оснащения автомобилей Audi по заводским технологиям. Смотри. А? Мне кажется, 9 из 10 стоматологов скажут, что это сток. И синяя изолента. Это самый спортивный вариант. Просто я подбирал, ну, примерно цвет в цвет, да? Ваш маляр также красит, и не говорите, что нет. Все, сейчас мы быстренько это закрепляем и сравниваем прямо на ходу. Блин, я даже не знал, что получится так круто. Зеркала стоили, ребята, 2300 рублей. В сракерском магазине, где глушители и вот это все, вот, да, вы слышали. Тяжелее всего, на самом деле, было найти синюю изоленту. Она почему-то везде черная, тренд прошел. Слушай, вообще на века. Назовем серию Audi e-tron, новый Audi e-tron, первый тюнинг. А? Я считаю, да, достойно. Но, ребята, к таким технологиям из будущего мы здесь в прошлом еще не готовы. У нас машины не на автопилотах ездят. Тут, знаете, приходится разговаривать с местными. Во сколько бы вы, ребята, оценили данную опцию, ну, установку у дилера такого, доп. Оборудования? 10 из 10? 10 биткоинов из 10, да, мимо кассы оплаченные. Слушай, по-моему, выглядит, ну, просто... Настраивается во всех диапазонах. Пушка, брат. Это сток. Ну, в крайнем случае, скажем, учебная, да, зеркала продублированные. Все. Никто даже не арестует. Все. Бюджет мероприятия 2370 рублей. Так написано на рулоне с изолентой. Все, погнали. Блин, ребята, это я сейчас просто сравниваю изображение в зеркале и изображение в этом. Опять же, да, в зеркале, вот, я так нагнулся, все, я вижу. Блин, я могу сказать, в зеркалах видно чуть больше, чем в этой камере. Офигеть. Нет, в зеркале, единственное, что камеры что делают хорошо, что они ночью высветляют изображение. И если вы плохо видите именно в ночи, да все, я про эти камеры сразу же забыл. Все, я ориентируюсь уже только по зеркалам. 2300 рублей по технологичности, эргономике и комфорту превзошли технологии Audi. Обалдеть. Обалдеть. Самый позитивный тюнинг в истории. Просто изолента и зеркала. В общем, ребята, если что, ссылочка на зеркала фирменные от Академика будет в описании. Вам по 5 как себе продам. Естественно, доставка во все регионы там. Ну, а какие все регионы? Только 4 города в России только могут продавать e-tron. То есть в эти 4 города зеркала привезем, не переживайте. Слушай, вообще никаких проблем. Это знаешь, когда вот весь день что-то мучился, или камешек, знаешь, у тебя был в ботинке, и ты весь день ходил, камешек такой выкинул, и... Все, вот теперь можно пользоваться тачкой. Все, космос. Короче, Audi. Спасибо за камеры. Отличные, очень понравилось.
В итоге, чем больше всего e-tron удивил, что в этом электробудущем нам дали меньше всего будущего. И я говорю именно в хорошем смысле. Чтобы сделать электромобиль доступным, понятным, и для того, чтобы его покупали сейчас, он должен быть электромобиль такой, как сейчас обычный автомобиль. У нас обычный салон, нет в меню никаких супер дополнительных навороток по электрической части. То есть вы заметили, это Audi и Audi. Минимальные отличия электро-Audi от обычной Audi. Все такое, как мы привыкли, только с электрическим двигателем. Конечно, есть некоторые моменты, и тахометр здесь уже никогда не появится. Вместо него совершенно шкала нагрузки вот это присутствует и так далее. Но в целом они хотели сделать эту машину нормальной, обычной. Поэтому здесь даже есть фаркоп. Покупая этот электромобиль, вы только в последнюю очередь понимаете, что существуют некоторые ограничения. Конечно, дальность хода 400 километров. Он по-прежнему не сможет уехать ко мне на хутор. На нем по-прежнему я не смогу съездить в Москву, и это все-таки городской автомобиль. И это все-таки при заявленных 400, в городе он сейчас сам нам пишет 280, а по зиме это будет фактически 240-250. Но тем не менее, этого очень хватит до города. Компромиссный разгон 5,7-5,5 секунд, это тоже вполне достаточно для города, и это не гиперкар. Здесь хватит места всей семье, и это в принципе просто электрическая Audi. Супер хай-теков, нереальных наворотов, кроме этих камер, с которыми не получилось, нет. И можно просто взять комплектацию и без этих камер с обычными зеркалами, и это и будет тот самый идеальный Audi e-tron. Даже есть докатка, заметьте, а это же важно. У вас не ремонтный набор для каких-то устранения до заплаток, а именно самое что есть машины с пневмой, которую можно поднять, с режимом off-road, который гордо там написан. Очень даже неплохо. И все это за совершенно человеческие деньги. Вы получаете по цене Jaguar I-Pace автомобиль, который больше, автомобиль, который влезает больше. Да, он медленно, но тем не менее, он по всем остальным характеристикам полностью совпадает. Это мощность 400 лошадей, это пробег 400 километров, опять же, то есть это вот вроде как туда. Но, естественно, поскольку они выступают уже после, они решили сыграть в таком сегменте немножко Audi Q7. Это интересно, и, возможно, такой автомобиль и будет покупаться очень хорошо, потому что чем более универсальный автомобиль, как вы поняли, по быстрорастущему сегменту кроссоверов, тем охотнее его покупает современный потребитель. В общем, спасибо Audi e-tron за то, что есть. Это совершенно другое, не то, что же я ожидал. Я думал, там будет все наворочено, какие-то нереальные виртуальные экраны, и что-то со всем этим придется разбираться. Нет. Это человеческая машина с совершенно человеческими параметрами. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео. Огромное всем удачи и пока.